200 квадратных метров. Всего 200 метров до пляжа. И в 3-4 раза дешевле, чем любое аналогичное предложение в этой локации. Сегодня я буду рассказывать вам про апартаменты в My Resort. И это самое недооцененное предложение на рынке, которое есть прямо сейчас. И я вам расскажу и докажу это на цифрах. Сначала покажу вам апартаменты, ну а потом сядем и разберем все по мелочам. Поехали посмотрим. Начать предлагаю с обзора. Вы должны увидеть и ощутить это пространство. Оно реально огромное. 200 квадратных метров — это вам не шутки. Здесь одна гостиная метров примерно 50-60. То есть она реально большая, разделена на 3 зоны. Здесь 3 спальни, в каждой есть свой санузел и огромная терраса. Ну погнали смотреть все по очереди. Мы с вами находимся в гостиной, как вы уже поняли. И тут главный артефакт — это вот этот вот огромный диван. Здесь можно не только всей семьей расположиться, здесь еще и друзей всех собрать и смотреть какой-нибудь сериальчик или играть в PlayStation. Здесь вот отличное пространство как раз-таки для большой плазмы. Ну и пойдем дальше. Здесь, как я говорил, площадь огромная, но зонирована на 3 части. Зона гостиной, зона столовой, большим столом, 6 стульев, большое пространство, то есть это не какое-то стесненное небольшое пространство. И при этом обратите внимание, как красиво здесь уже все по-дизайнерски укомплектовали и украсили. И все, что вы видите сегодня на экране, это все при покупке будет ваше. То есть ничего отсюда не забирает, это никакой не шоурум, это живой объект, который можно приобрести вот со всей этой красотой. Мне лично очень нравится стиль и дизайн, который здесь применил застройщик. И зона кухни. Зона кухни тоже отделена от общего пространства, при этом она достаточно просторная. Здесь вот достаточно большая кухня по площади, современная, с плитой уже встроенной, с вытяжкой. Здесь еще не хватает холодильника, но он тоже включен в стоимость. И отдельная зона, здесь еще вот красиво прийти винишко себе налить. Такой вот красивый бокальчик. Даже вино идет в подарок. Ну и пойдем посмотрим спальни. Начнем с Master Bedroom. Master Bedroom в первую очередь отличается тем, что здесь отдельный свой санузел, и он самый большой из всех остальных. Все вы видите в одном дизайнерском стиле. Здесь есть большая king-size кровать, есть небольшая софа, место, опять же, под телевизор, либо под разную там бижутерию, большой платяной шкаф, как это, косметический столик, да, называется, да, на языке девушек. Правильно назвал его? И здесь же еще одна спальня. Но пока мы в нее не пойдем, я вам расскажу о вот этой особенности. На самом деле мало кто об этом задумывается, но это очень удобно, когда в один из санузлов есть доступ и из гостиной, и из спальни. То есть вы экономите пространство, да, не делаете 2 отдельных туалета, он один. Но при этом, если вы собрались здесь с друзьями, а в спальне спят дети, да, и чтобы не заходить через их спальню или через вашу, есть, в общем, отдельный вход-туалет. Это очень, на самом деле, удобно и практично. Вторая спальня тоже достаточно просторная. Здесь размещается и большая king-size кровать, и косметический столик, и очень крутая гардеробная, в которой вы сможете разместить свои наряды. И здесь же есть зеркало во весь рост, где вы сможете, собственно, эти все наряды примерить. И обратите внимание, что здесь даже вот полотенчики и халат уже на месте. И я обещаю новому собственнику, что он в этом халате выйдет на свою террасу и будет наблюдать прекраснейшие рассветы. Здесь, кстати, есть еще одна особенность, давай ее покажем. Балкончик небольшой. Опять же, очень удобно, чтобы не сушить свои трусы там на красивом балконе, можно их вот, собственно, сделать здесь. При этом это еще и коннектор между 2 спальнями. Дополнительный проход скрытый. Ну, пойдемте посмотрим, что еще осталось. Осталась еще 3-я спальня. Здесь очень много всяких деталей, поэтому если все в подробностях рассказывать, полвыпуска это займет. Эта спальня прям вот для девочки-дюймовочки, я так себе это представляю.
Вот такая вот тут красивейшая кровать с балдахинами. И представьте себе, вот она просыпается. Так, ну представили, что окна здесь закрыты, и она такая проснулась, распахнула, и у нее такая вот красота вокруг. Мне кажется, очень повезло этой девочке. Причем, обратите внимание, окна в пол, они и здесь такие, и по всей гостиной, поэтому и так большому пространству добавляется еще больше воздуха. Также здесь есть санузел, и этим здесь тоже не обделили. И пойдемте посмотрим жемчужину этих апартаментов, огромную террасу. Посмотрите на эту красоту. Хоть за окном и поливает небольшой дождик, но это не портит общего вида. Вот с такой вот красотой вы будете просыпаться каждое утро. Отсюда у нас рассветы, так что для любителей рассветов эти апартаменты просто лучшее предложение на рынке. При этом здесь есть вот выделенная зона, где можно и по утрам, и по вечерам классно почилить. И остается еще пространство, где можно даже лежаки разместить и загорать здесь, потому что утреннее солнце здесь будет полный рост. Ну давайте вернемся вовнутрь и займемся калькуляцией. Здесь все-таки нет кондиционеров, там будет покомфортнее. Теперь о самом интересном, о цене на всю эту красоту. 15 миллионов 540 тысяч стоят эти апартаменты по прайсу. Но застройщик сейчас дает скидку, как раз таки ровно 541 тысячу, и получается финальная стоимость ровно 15 миллионов. И в эту стоимость уже включена вся та красота, которую вы сегодня увидели. Все это мебель, техника, элементы декора, все уже в этой цене. И помимо этого, застройщик берет на себя все затраты по сделке. Давайте сейчас их посчитаем. Регистрация недвижимости в земельном комитете 3% от стоимости. Вступительный взнос в управляющую компанию 500 бат с квадратного метра. Также при покупке вам нужно оплатить взнос в управляющую компанию за год обслуживания. Это 50 бат с квадратного метра. То есть на круг набегает порядка 700 тысяч бат, которые вы тоже экономите на этой сделке, потому что все эти затраты покрывает застройщик. И вы получаете полностью укомплектованные апартаменты, хоть сегодня заезжай и живи, и при этом не платите никаких дополнительных расходов. Ну а сейчас давайте разберемся, что такое 15 миллионов по сравнению, например, с другими вариантами, схожими, так скажем, по локации и по инфраструктуре. Например, тот же самый Марракеш, Амари, Сансук. Стоимость квадратного метра в подобных комплексах варьируется от примерно 150 до 200 тысяч бат за квадратный метр. А если брать в расчет какие-то новые комплексы, там Веха или там та же самая Веранда, это будет еще дороже. Там и 200, и 250 тысяч бат за квадратный метр бывают такие варианты. А если взять, к примеру, The Standard, который строится вот буквально здесь за углом, его прямо сейчас я вижу из окна, там за 15 миллионов бат вы сможете купить двушку примерно 70 квадратов. И вот и получается та самая разница в 3-4 раза, о которой я говорил в самом начале. То есть вы понимаете, приобретая эту недвижимость, вы ее покупаете сильно ниже рынка. И этому есть объяснение. Я сейчас на этом не буду подробно останавливаться, потому что у нас уже есть 2 выпуска про MyResort, и в одном из них я уже рассказывал о том, почему этот феномен появился на рынке, почему такая стоимость в MyResort. Так что в описании оставим ссылку на этот ролик, и вы сможете узнать этот строжайший секрет. Но кто-то может сказать: да я за 15 миллионов себе виллу куплю. Ну действительно, за 15 миллионов можно купить хорошую виллу в хорошем поселке. Но она не будет 200 метров до пляжа, как здесь, в MyResort. При этом вы на вилле обязательно будете платить за чистку бассейна, за садовника и прочие сопутствующие расходы, которые в общей сложности
не будут меньше 20-30 тысяч бат. А здесь вы платите всего 10 тысяч бат за аквапарк, за 9 бассейнов, за бич-клаб на берегу. Все это уже включено в эту стоимость. Если вас заинтересовало это предложение, мы в описании оставили все наши контакты. Свяжитесь с нами, и мы отправим вам все подробности. А также можно связаться с нами по QR-коду, который скоро появится на экране. И напомню, что в MyResort есть и двухспальные апартаменты. Стоимость на них стартует от 5,5 миллионов бат и односпальные от 3,5. Так что мы сможем подобрать объекты конкретно под ваш запрос. Пишите ваши вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал и увидимся в новых видео. Здравствуйте, подпишите, пожалуйста, согласие, что вы согласны, что мы будем использовать ваши изображения в нашем YouTube ролике. Подпишите? Ну ладно, я вас заблюрю тогда.